Привет, путешественники! Всем привет! Ну что, это очередной выпуск Пикард Travel Show, а значит, новая пятерка отелей уже на подходе. А мы с вами продолжаем наше путешествие по городу Данангу. Но прежде чем начать, по традиции поздравим нашего победителя. Вот его комментарий. Хотите точно так же, как и он, оказаться в бизнес-лаунже бесплатно? Тогда обязательно участвуйте в нашем розыгрыше и комментируйте данный выпуск. Ну а если хотите заплатить, тогда переходите по ссылке и бронируйте уже бизнес-зал, который вам нужен. И в нашем телеграм-канале как раз вы найдете эти ссылки, по которым можно забронировать авиабилеты, отели и найти экскурсии. Сегодня нас ждут такие отели, как Doha Central Bliss Danang, Koh Kuon Central Danang, Jim's House, Tan Phong Now Hotel and Apartment и New Life Hotel Danang. Ну что, полетели! И начинаем мы выпуск с Doha Central Bliss Danang отель. Ну что, это хайвилендовский очередной отель, но в этот раз что-то так... Да не, в принципе, нормально было, но немножко скомканно, мне так показалось. Да, у нас был номер хороший в плане с окошечком, да, было все чисто, интернет немножко тупил, но в целом было нормально. Чистенько, было все хорошо, и номер у нас был такой, не скажу, что большой, не скажу, что маленький, компактный, но, в принципе, все устраивало, мы просто делали видеообзоры и пошли гулять по делам, а так у нас только заселение, ночевка. Завтраков в отеле нет, спортзала нет, только проживание находится прямо в самом центре Дананга, и до центра близко, прям в центре, и в аэропорт можно пешочком даже прогуляться или доехать там буквально минут 20. До моря где-то минут 40, наверное. Ну, час я бы закладывал, это уже надо ехать. Кафе, рестораны, массажные салоны, расположение очень удачное, вот именно для центральной части города. Я здесь даже 8 поставлю. Нет, отель хороший, заслуживает 8, согласен. И перемещаемся мы в Koh Kuon Central Danang отель. Тоже by Havilland. Ну вот здесь прям либо только они взяли под управление, либо что. Ну, мне здесь не очень понравилось. Бассейн очень грязный. Хотя он здесь есть, это уже плюс. Дизайн почти такой же, как и в предыдущем отеле. Но здесь там меняли постельное и делали немножко уборку, потому что как-то не очень чистенько было. Здесь номер был у нас без окон. Смотреть, в принципе, в окно было нечего, было ненастье, приближался тайфун, грязь под окнами, дорогу ремонтируют. Поэтому нахождение отеля, ну, не очень удобно. Все ноги в грязи, даже если вы на такси приедете, не то перейти дорогу будет так не очень. Да, находится он, несмотря на то, что в центральной части города, но немножко в глубине, где практически ничего и нету. Ну, там есть какие-то локальные кафе, магазины, еще даже ресторанов не вспомню. Так что надо будет сюда выбираться в центр. В этот момент проходило капитальное благоустройство улицы и был сезон дождей, поэтому мы месили грязь вместе с нашими чемоданами на руках, правда. А так сверху открывается на вид на Драконный мост, на центр города, но вот бассейн зеленого цвета, такого болота. Ну да, видимо, то, что дождь идет, причем бывают ливни, это вот все туда льется, и бассейн не чистится вообще. Сколько поставишь? Ну, я здесь поставлю 6 с перспективой на будущее, конечно. Если сейчас займутся, к сезону все уберут, сделают, а так в целом-то неплохо, но пока 6. А я 7 поставлю здесь. Мне кажется, вот так могу оценить. Пару баллов сниму за бассейн и какое-то общее состояние. Ну, у нас интернет здесь тоже плохо ловил, приходилось Да. постоянно перезагрузать, либо еще что-то делать, усилитель ставить элементарно. Ну что, переходим дальше. Перемещаемся буквально на соседнюю улицу в Jim's House. Вроде как улица соседняя, а ощущения уже совершенно другие. Здесь такой новый бутик-отель, да, номера разные. У нас был трехместный номер с двухспальной кроватью одной, двухэтажной, 4-местный даже. Ну, я привык спать на большой кровати, так что я спал на большой двухспальной кровати, а вот на двухспальной, но двухэтажной кровати. Отель открылся буквально 2 года назад, в 2023 году, и видно, что за ним следят, потому что в Вьетнаме бывает, что убивают такие отели плесенью, уборкой и так далее. Довольно приятное лобби, где можно провести время перед заселением. Но номер тоже был комфортный, все чисто, постельное белье свежее, полотенце тоже очень удобно, все такого серого цвета. Наверху руфтоп есть, единственное, там не с кухней, но кухня такая грязноватенькая, да, может сами готовят, может еще что. Есть место для посиделок, но, к сожалению, из-за дождя там все было убрано, здесь была просто площадка.
Да, есть небольшие такие столики, где можно посидеть, попить кофе, понаслаждаться видом. Реально хороший вид открывается оттуда. Бассейна нет, спортзала нет, завтраков нет, но все компенсируется тем, что очень удачное расположение в центре города, недалеко от аэропорта, также можно доехать до моря, все в ваших руках. Я здесь даже вот 9 поставлю, мне прям понравилось. Я сниму балл только вот за кухню. Ну, кухня, это, мне Наверх. кажется, все равно не для тебя предназначена, возможно. Поэтому С учетом того, что она общая, как бы предполагает, что пользоваться будут все. Видимо, все и пользовались, и довели до такого состояния, что уже никто не пользуется. вот. Но я поставлю здесь 8, а в целом рекомендую. Мне понравился. Да, за эту цену буквально прям очень достойно. И следующий у нас Tan Phuong Nam Hotel and Apartment. Здесь уже отель находится так в углу. Не туристическая уже. Да. Ну, как не туристический, у тебя через дорогу будет парк развлечений. Почти что. Ну, которым половина аттракционов не работает, это да, он работает вечером. Ну, как вот он туристическая, но там буквально на несколько часов туристическая часть. Также недалеко есть село Тамар, минут 15, наверное, идти. Недалеко также Макдональдс есть и какие-то локальные кафешки. В целом неплохо, все чисто, особенно если на долгий срок собираетесь приехать, работать, интернет хороший. Прям замечательное место. Да, как туристическое, не очень может быть, потому что далековато, но такси, опять, во Вьетнаме довольно дешевое, кататься можно. Видно, что недавно был сделан ремонт, все свежее, чистое. Постельное белье тоже было приятное, как и полотенце, и спать было довольно комфортно. Самое главное, тихо, то есть шумоизоляция хорошая. Также есть бассейн, я проверил, довольно чистый, было, правда, прохладно, не стал плавать, но можно и поплавать. Завтраков нет, спортзала нет, ну, рядом, как Артем сказал, много кафе, ресторанов, поэтому всегда можно найти. И до центра можно даже прогуляться пешочком, до моря уже нужно будет доехать. Я здесь 8 поставлю, мне прям понравилось. Да, мне тоже отель понравился, только локация немножко далековато. Рядом, кстати, есть стройка, но ее не слышно было, поэтому реально хорошая шумоизоляция. 8, отлично, я рекомендую. И завершаем мой выпуск New Life Hotel Dana. Ну, такой хомстей уже больше напоминает, чем отель, потому что номеров не так много, они есть разные категории, есть побольше, есть поменьше, поэтому выбирайте. Мы жили в 4-местном номере, в большом, 2 большие кровати, было очень удобно. Интернет здесь немножко сбоил, но это больше было из-за тайфуна, как сказали, потому что в Вьетнаме почему-то интернет вот прям ломается. Тайфуны либо полы погрызли. И что здесь, но в принципе усилитель сигнала, усилитель Wi-Fi прям всегда по большей части спасает. Опять же, когда у вас номер какой-нибудь угловой, тоже могут не проходить. А так номер просторный, ну есть и маленькие номера, поэтому выбирайте на свой вкус, цвет и цену. Да, это хомстей настоящий, то есть внизу на 1-м этаже живут владельцы, там небольшая кухонька, приятное лобби, где можно провести небольшое время перед заселением. Номера компактные, но у нас был большой номер с окном. В принципе, было довольно комфортно, завтраков нет, естественно, спортзала и бассейна тоже, но вокруг очень много кафе, ресторанов. Находится, да, он не в туристической зоне, такой в локальной, где больше местные живут, поэтому до центра, до моря надо будет добираться на такси, но цена здесь приемлемая. Я здесь тоже 8 поставлю, мне прям было комфортно. Ну, я здесь 7 поставлю, потому что, да, хоть прайс и хороший, но все-таки, если вы как турист, то можно, мне кажется, поближе и интереснее варианты найти. Но так, в принципе, хороший. На долгий срок жить в локальной части, где все будет гораздо дешевле, чем в туристической. Есть магазины рядом. Прям хорошо. Ну что, давай составим наш топ-5. Напоминаем, что отели мы бронировали в нашем приложении и по ссылке в описании, а также на нашем сайте. А в нашем телеграм-канале вы узнаете об историях наших путешествий. Ну что, я начну Джимс Хаус, поставлю на 1 место. 2 место у меня займет Tan Phuong Nam Hotel and Apartment. 3 место я поставлю Doha Central Bliss Danang Hotel. 4 у меня вот делят 2 отеля. Это Quang Центр Дананг и New Life Hotel Дананг. Они такие равнозначные у меня получились. Ну, я немножко сделаю по-другому. Мне, в принципе, Доха отель понравился. Удобно, что до центра недалеко относительно и работы. Ну,
До центра, до Центра. туристического. Дальше я поставлю, наверное, Джим Хаус, потому что приятная обстановка, реально хорошее место. Затем я Тан Фонг нам, прекрасный отель. Да, далековато опять же от центра, но зато есть бассейн и номера комфортные, просторные. Прям хорошо. И затем я поставлю Конг. Довольно, такой нормальный отель, за бассейном только следить надо. И вот на последнем месте New Life. В принципе, они одинаковые. Поэтому два этих отеля я ставлю на одну ступенечку, как и да, получилось. А я поеду свою недельку, проведу вот так вот. Первый я заеду в Джимс Хаус, потом я поеду в Доха Central Bliss Дананг Отель, и на третье у меня будет там Фонг Нам Апартмент. А вот Конг и New Life у меня как-то вот за бортом, наверное, в моей недельке останутся. А я сделаю совершенно по-другому. Я вот возьму, наверное, Доха и Джим Хаус как бы оставлю. Я либо начну, либо закончу ими. В принципе, это аэропорт недалеко. А вот в серединку я возьму другие отели из наших выпусков, которые находятся в туристической части и до моря как раз ближе. Если вы хотите, да, изучить, конечно, там центральную часть города и как живут местные жители, тогда берите New Life, отличный вариант, как раз такой в локальной части города, и где живут местные жители. А так, в целом, вот начать, закончить окей, а серединку я бы взял какие-то другие отели из наших предыдущих выпусков, ну и следующих тоже. Здесь я соглашусь, то есть можете комбинировать уже на какой вкус, цвет и кошелек. На этом у нас выпуск закончился. Ставьте лайки, пишите комментарии, участвуйте в нашем розыгрыше. Мы идем к 3000 подписчиков, поэтому подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайки, и нам приятно. Бронируйте через наше приложение или через наш сайт. Кстати, на сайте у нас все реферальные ссылки, и трансфер, и сим-карты, и все, что остальное есть. Обязательно заходите, смотрите. Довольно много интересной информации. Плюс не забывайте телеграм-канал наш, поскольку мы там выкладываем промокоды для того, чтобы вы экономили. Ну что, до скорых встреч. Обязательно увидимся уже на следующей неделе. Пока-пока. Пока.